Представьте, в России середины XIX века нет системного музыкального образования, нет публичных концертов, а гении вроде Чайковского или Мусоргского могут остаться неизвестными. Кто меняет правила игры? Не только композиторы, но и создатели музыкальной экосистемы, меценаты. Это проект о тех, кто создавал сцену, на которой звучали первые аккорды будущих шедевров. Мы услышим ту самую музыку и узнаем, как переплетались судьбы тех, кто ее писал, и тех, кто давал ей жизнь. Князь Владимир Федорович Адоевский, философ звука и пророк консерватории, аристократ, энциклопедист, химик-любитель, гурман, главный интеллектуальный магнит Москвы и изобретатель. Немного о его изобретении. Он создал энгармонический клавесин Себастьяна. Адоевский называл инструмент клавесин, но по механике это молоточковое фортепиано. Его отличие от привычного в том, что на клавиатуре есть дополнительные клавиши. Не 12 в октаве, а 19. Две клавиши добавлены между нотами си и до, а также ми и фа. Остальные черные клавиши разделены на два ряда, где ближний ряд ноты с бемолями, а дальний ноты с диезами. Именно в московских гостиных Адоевский с его фантастическим авторитетом несколько лет убеждал молодого Антона Рубинштейна в необходимости создать в России первую консерваторию. Он видел в ней не просто учебные заведения, а храм искусства, который поднимет статус музыканта до уровня ученого. Его салон на Смоленской Сенной был первой лабораторией русской музыкальной мысли. Здесь собирались Глинка, Доргомышский, юный Рубинштейн. В его салоне впервые пробовали фрагменты из Руслана и Людмилы Глинки. Сам Адоевский тоже писал музыку, был серьезно увлечен древнерусскими церковными распевами. Владимир Федорович много времени посвящал собиранию, сохранению и реставрации русского музыкального наследия, прежде всего православной церковной музыки. Кроме того, был одержим барочной музыкой Баха и вел с современными композиторами спор о контрапункте. В своем романе «4338 год» он предсказал появление интернета и музыкальных стриминговых сервисов. В середине 40-х годов он перешел от литературной к общественной деятельности. Современники отмечали, что благотворительность для Адоевского была не потребностью, а долгом, существом всей его жизни. Князь Николай Петрович Трубецкой – сердце московской гармонии. Николай Петрович был небогатым, но глубоко уважаемым князем, другом Льва Толстого. Их дискуссии о смысле жизни и искусстве несомненно влияли на культурный климат Москвы. Он был человеком тихой веры и такта. Его дом был островком душевного тепла и бескорыстной поддержки. Когда в 1860 году в Москве открылось отделение Русского музыкального общества, именно Трубецкой стал его душой. Он ходил по кабинетам, договаривался с властями, а его жена-княгиня лично опекала первых учеников музыкальных классов. На первых симфонических собраниях под управлением Николая Рубинштейна звучала музыка Бетховена, Моцарта, Шумана и, что важно, русских композиторов. Именно в его доме молодой и неуверенный Чайковский, только приехавший преподавать в Московскую консерваторию, нашел вторую семью. За общим столом с Трубецкими он обретал душевное равновесие, необходимое для творчества. Именно в этом доме рождалась страстная и лиричная увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».
времена и до конца жизни был Петр Иванович Юргенсон, скромный железно-деловой сын переплетчика, основавший в Москве крупнейшую в России напечатную фирму. Он заключил первый в России исключительный пожизненный контракт с композитором, платя ему огромные по тем временам ежегодные гонорары за все, что тот напишет, включая неоконченное. Это дало Чайковскому неслыханную для художника финансовую независимость. После провала первой симфонии Чайковский был в глубокой депрессии. Критики громили его, Николай Рубинштейн был недоволен. А Юргенсон молча оплатил Петру Ильичу поездку за границу. Это был жест не издателя, а верного друга. Юргенсон также отстаивал авторское право русских композиторов в Европе. Он печатал партитуры Бородина, Чайковского. Например, все тома «Лебединого озера» отпечатаны у него. Это свидетельствует о том, как он превращает рукопись в достояние мира. Савва Иванович Мамонтов, художественный универсал. О Мамонтове, российском Медичи, создателе частной русской оперы, сказано много. Это была не просто труппа, а место, где экспериментировали с постановками, костюмами и декорациями. Именно здесь засияла звезда молодого Федора Шаляпина, которого Мамонтов разглядел и поддержал. Дьявол! Федор, не входи сильно в образ. Страшно становится. Хорош. Это ты дал золотой, волю неба презирает, насмехаясь, изменяет. О, ты беззакон святой! В угожденье Богу злато край на край встает. Да что тут смотреть-то? Голос есть и все. Савва Иванович, а не ошиблись ли вы Шаляпина? Он нам так всю публику распугает. Подождите, Татьяна Сергеевна. Шаляпин еще покажет, кто он такой. Но в контексте Москвы важно одно – его подмосковное имение Абранцево и Московский дом стали креативным штабом, где музыка жила в неразрывной связью с живописью, театрами и ремеслами. Здесь римский Корсаков и молодой Шаляпин работали над историческими образами, а художники писали декорации. Бог дал ему особый дар – пробуждать творчество других, писал Васнецов. Николай Александрович Алексеев, мэр-строитель, воздвигнувший храм музыки, хозяин Москвы, городской голова из купеческой династии, практик и хозяйственник, говоривший: «Москва не должна быть хуже Петербурга». Его меценатство – это административный ресурс, обращенный на благо культуры. При нем поддержка Московского отделения музыкального общества и консерватории стала статьей городского бюджета. Но главный подвиг – это строительство нового здания Московской консерватории на Большой Никитской. Именно Алексеев, когда стройка стала из-за нехватки денег, лично жертвовал огромные суммы, продавливал финансирование в Думе, искал подрядчиков, инспектировал кладку. Он строил не просто учебные заведения, а новый музыкальный символ европейской Москвы. Алексей Александрович Бахрушин, профессиональный собиратель душ и народный просветитель, музейный одержимец с тихой системной страстью коллекционирования, собирал не вещи, а саму историю культуры. В Московском отделении музыкального общества он боролся за демократизацию. Благодаря его усилиям возникла идея Народной консерватории, доступного музыкального образования для всех сословий. Его главный дар в Москве – театральный музей. Он создавал его с фанатизмом, сам ездил по стране, выкупал у актеров реликвии, собирал эскизы декораций. Он понимал, что поддержка живого искусства и сохранение его в памяти – одно целое.
Скромно отмахиваясь от похвал за помощь Рахманинову, он говорил: «Я не меценат, я просто собиратель, а Сергей Васильевич – жемчужина в мою коллекцию современной музыки». Великие композиторы были солистами этой симфонии, но меценаты были дирижерами, библиотекарями, настройщиками инструментов и архитекторами концертного зала одновременно. Адоевский написал партитуру, идею, Трубецкой нашел оркестр и зал, Юргенсон напечатал ноты, Мамонтов устроил эксперимент на соседней сцене, Алексеев и Бахрушин построили новый большой зал и открыли в него двери для всех желающих. Общим детищем стала русская музыкальная школа. Они доказали, что искусство побеждает не вопреки, а благодаря частной инициативе, обращенной в общественное благо.